Полицейские проверили женщину в рамках своей работы, но не ожидали, чем это закончится. Луна вышла из кофейни со своей привычной элегантностью. Ее аккуратное белое платье изящно облегало стройную фигуру, а изысканная черная сумочка подчеркивала ее утонченный стиль. Она только что встретилась с близкими друзьями после долгого рабочего дня, наслаждаясь моментом, как вдруг заметила двух мужчин в полицейской форме, которые направлялись к ней. Один из них, Сэмюэл, был мужчиной средних лет с внушительным телосложением и пронзительным взглядом. Его коллега Льюис, более молодой и с суровым выражением лица, стоял чуть позади, как будто слегка колеблюсь. «Добрый вечер, мадам», — начал Сэмюэл. «Мы проводим проверку и хотели бы осмотреть вашу сумку». Луна застыла на мгновение, но быстро взяла себя в руки. «Проверка?» — переспросила она, нахмурившись. «Извините, но я только что была в кофейне с друзьями. Это точно недоразумение?» Сэмюэл пристально посмотрел на нее, его голос стал жестче. «Это стандартная процедура. У вас нет права отказаться». Луна почувствовала нарастающее раздражение, но постаралась сохранить спокойствие. «Я понимаю, что это ваша работа, но нельзя же просто так проверять людей без достаточных оснований. Если необходимо, я готова проехать в участок, чтобы все выяснить». Сэмюэл усмехнулся. «Думаете, мне нужно ваше разрешение?» Не дожидаясь ее ответа, он взял ее сумочку и начал рыться в ней. «У вас нет права так поступать», — воскликнула Луна, пытаясь остановить его. Льюис, стоявший рядом, как будто хотел вмешаться, но замер, когда Сэмюэл бросил на него предостерегающий взгляд. «Сиди тихо и не вмешивайся», — бросил он. На происходящее начали обращать внимание прохожие. Некоторые шли мимо, лишь мельком оглядываясь, а другие остановились, чтобы посмотреть, что происходит. «Это неправильно», — обратилась Луна к Льюису. «Вы ведь видите, что он нарушает мои права?» Молодой офицер отвел взгляд. «Я просто выполняю приказ». Сэмюэл швырнул ее сумку обратно. «Здесь ничего нет, но мы все равно должны продолжить осмотр. Стойте на месте». Луна отступила на шаг. «Что вы хотите этим сказать?» «Нам нужно убедиться, что у вас нет запрещенных предметов», — сказал Сэмюэл, начиная вести себя все более агрессивно. Луна попыталась отстоять свое достоинство. «Вы унижаете меня. Это превышение полномочий». В этот момент пожилая женщина, проходившая мимо, прошептала своему спутнику: «Боже мой, куда катится мир?» Луна почувствовала, как ее охватывает смесь унижения и ярости. «Прекратите!» – закричала она. «Это неприемлемо!» Сэмюэл продолжал насмехаться. «Думаете, ваши слова что-то изменят?» Льюис внезапно решился вмешаться. «Может, хватит? Ты заходишь слишком далеко». Сэмюэл повернулся к нему с угрожающим взглядом. «Ты забываешь, кто здесь главный». Льюис отступил. Его лицо было напряженным. Тем временем Луна собрала силы и сказала: «Я не оставлю это так. Вы ответите за свои действия». Сэмюэл усмехнулся. «Удачи». После этого Луна быстро покинула место происшествия. Ее лицо горело от стыда. Прохожие так и не решились ей помочь, лишь наблюдали за происходящим. Когда Луна пришла домой, она долго не могла успокоиться. Ее мысли были полны негодования и разочарования. Она смотрела на себя в зеркало, пытаясь найти сил и справиться с этим переживанием. Тем временем Льюис сидел в патрульной машине, испытывая мучительное чувство вины. «Ты действительно думаешь, что это было правильно?» – спросил он Сэмюэла. «Это часть работы», – спокойно ответил тот. «Иногда нужно действовать жестко, чтобы добиться своего». Она только что провела время с друзьями, когда к ней подошли двое полицейских. Сэмюэл, старший офицер, с холодным взглядом. И Льюис, его молодой напарник, выглядящий слегка напряженным. «Добрый вечер, мадам», – начал Сэмюэл.
Мы проводим проверку и хотели бы осмотреть вашу сумку». Луна замерла, но, сохраняя самообладание, ответила: «Простите, но я не понимаю, с чем это связано. Я ничего не нарушала». Сэмюэл посмотрел на нее строго. «Это стандартная процедура. У вас нет права отказать». Несмотря на раздражение, Луна старалась говорить спокойно. «Я понимаю, что вы делаете свою работу, но это несправедливо. Если нужно, я готова пройти в участок». Но Сэмюэл не слушал. Он взял сумку Луны, не дожидаясь ее согласия, и начал рыться в ее вещах. «Вы не имеете права так поступать», — возмутилась Луна, пытаясь вернуть свою сумку. Толпа зевак начала собираться, наблюдая за происходящим. Льюис выглядел явно некомфортно, но не вмешивался. «Я просто следую указаниям», — пробормотал он, избегая взгляда Луны. Когда проверка сумки ничего не дала, Сэмюэл заявил: «Нам нужно убедиться, что у вас ничего подозрительного». Ситуация становилась все более напряженной. Толпа шепталась, но никто не вмешивался. Луна чувствовала себя униженной, но решительно сказала: «Вы нарушаете мои права. Это неправомерно». В это время пожилая женщина из толпы негромко заметила своему спутнику: «Это переходит все границы». Однако никто не сделал попытки помочь Луне. Конфликт и внутренние сомнения Льюис наконец решился. Он шагнул к Сэмюэлу. «Сэм, хватит, мы зашли слишком далеко». Сэмюэл взглянул на напарника с холодной усмешкой. «Забыл, кто здесь главный? Следи за собой, Льюис». Луна, наблюдая за этим, поняла, что помощи ждать неоткуда. Она взяла себя в руки и сказала: «Я этого так не оставлю». Сэмюэл равнодушно пожал плечами. «Удачи, если думаешь, что можешь что-то сделать». Решение бороться, вернувшись домой, Луна рассказала все своему мужу Александру. «Он думал, что ему все сойдет с рук», — сказала она. «Мы найдем способ привлечь его к ответственности», — твердо ответил Александр. Луна начала собирать доказательства, записывая все детали произошедшего. Она обратилась в Организацию по защите прав женщин и получила юридическую консультацию. На следующий день она пришла в участок, чтобы подать официальную жалобу. Несмотря на давление и встречу с Сэмюэлом, который попытался ее запугать, Луна не отступила. Внутренняя борьба Льюиса тем временем Льюис продолжал чувствовать вину. Его коллега сказал ему: «Иногда нужно отстаивать правду, даже если это сложно». Эти слова заставили Льюиса задуматься. Он понимал, что его молчание делает его соучастником. Новая надежда Луна не сдавалась. С поддержкой Александра и подруги Хелен она решила бороться до конца. Она подала жалобу и связалась с журналистами, чтобы привлечь внимание к ситуации. В то же время Льюис начал осознавать, что должен выступить против своего коллеги. Он знал, что правда на стороне Луны, и был готов рисковать, чтобы восстановить справедливость. Этот полицейский, я не уверен, что это именно он, но звучит так, будто вы говорите о том же человеке. Это случилось 3 месяца назад. Я возвращалась домой поздно вечером. Он остановил меня, сказал, что подозревает меня в краже. У меня не было с собой никаких документов, только телефон и кошелек. Он забрал их, проверил и... Ее голос дрогнул. Он начал оскорблять меня, говорить унизительные вещи. Потом он толкнул меня, а когда я попыталась возразить, он пригрозил, что меня арестуют за неподчинение. Марина замолчала, с трудом удерживая слезы. Александр внимательно слушал, чувствуя, как его гнев нарастает. «Я знаю, как это тяжело», — сказал он мягко. «Но ваша история может помочь. Если вы согласитесь дать показания, это усилит дело. Мы боремся не только за Луну, но и за всех, кто пострадал от его рук». Марина кивнула, хотя ее глаза все еще выдавали сомнения. «Я подумаю об этом», — ответила она. «Но обещайте мне, что если я соглашусь,
Вы позаботитесь, чтобы мое имя нигде не всплыло». «Конечно», — заверил Александр. «Ваша безопасность — наш приоритет». Тем временем Луна продолжала собирать доказательства. Она обратилась в несколько организаций, которые предоставили ей советы о том, как правильно составить заявление. Ее настойчивость начала приносить плоды. Несколько других жертв Сэмюэла связались с ней через социальные сети, делясь своими историями. Каждая новая история добавляла веса ее делу, но также усиливала ее решимость. Через несколько дней, когда Луна и Александр уже подготовили полный пакет доказательств, включая заявление Марины и других жертв, они направились в городской суд. Их сопровождала Хелен, которая предоставила моральную поддержку. Сидя в зале ожидания, Луна не могла успокоить дрожь в руках. Александр сжал ее руку. «Все будет хорошо. Ты сильная», — сказал он. Когда их вызвали, Луна почувствовала, как на нее обрушивается волна эмоций, но она собралась. Она встала перед судьей и начала рассказывать свою историю. Четко, уверенно, без малейшего колебания. Судья внимательно слушал, а затем просмотрел предоставленные материалы. «Ваше дело будет принято к рассмотрению», — сказал он наконец. Это было лишь начало долгого пути, но Луна знала, что она сделала первый и важный шаг. Ее история была услышана, и теперь у нее была надежда на справедливость. Она посмотрела на Александра, который кивнул ей в знак поддержки, и на Хелен, которая держала ее за руку. Этот момент стал доказательством того, что даже в самых мрачных ситуациях есть свет, если бороться за правду. Несколько месяцев назад это случилось со мной. Я возвращалась домой поздно вечером с занятий, когда меня остановил полицейский. Он сказал, что я якобы схожа с описанием подозреваемого в недавнем ограблении. Александр, сидя напротив меня, внимательно слушал и делал замет. «Вы помните что-нибудь об этом офицере?» – спросил он. «Его внешность или голос? Высокий, широкоплечий, с короткими волосами. Его холодные глаза и высокомерное поведение невозможно забыть. На его значке было написано «Сэмюэл». Когда я услышала, что имя вашей жены Луна, я поняла, что речь может идти о том же человеке». Александр почувствовал гнев, но сохранил спокойствие. Что произошло дальше? Марина замолчала, ее руки дрожали, но Александр терпеливо ждал, поддерживая ее взглядом. Он сказал, что ему нужно меня досмотреть, и отвел в сторону, подальше от людных мест. Потом он стал трогать меня, будто я не человек. Я пыталась сопротивляться, но он пригрозил арестом за препятствие расследованию. Марина опустила голову. Александр с трудом сдерживал эмоции, слушая ее слова. «Вы рассказывали об этом кому-нибудь?» – спросил он. «Нет», – ответила она, с трудом подавляя слезы. «Он полицейский, а я обычная девушка. Кто бы мне поверил? Я боялась, что он навредит мне или моей семье». «Вам больше не нужно бояться», – твердо сказал Александр. «Мы строим дело против него. Если вы готовы дать показания, мы сделаем все возможное, чтобы вас защитить». Глаза Марины блестели от слез. «Я не хочу видеть его снова, но если это поможет другим, я сделаю это». Александр благодарно улыбнулся. «Спасибо. Это нелегкое решение, но оно очень важно». Тем вечером Александр рассказал Луне о Марине. Луна была потрясена. «Она такая молодая, это ужасно. Но то, что она решилась заговорить, это очень смело». «Да», — согласился Александр. «И она не единственная. Я буду искать других. Нам нужно больше доказательств». Луна сжала его руку, чувствуя обновленную решимость. «Я так благодарна тебе, Александр, за то, что ты борешься за справедливость». «Это то, чего заслуживает каждый», — ответил он. «И Сэмюэл должен ответить за свои поступки». На следующий день Александр встретился с женщиной по имени Каролин. Она выглядела взволнованной и говорила тихо. «Он унизил меня прямо на глазах у моих коллег и клиентов.
Я была так напугана, что никому не рассказала. Боюсь, он может отомстить. Александр выслушал ее историю и предложил помощь. После долгой паузы Каролин кивнула. «Если это поможет другим, я готова». Тем временем Льюис, коллега Сэмюэла, все чаще чувствовал себя виноватым, наблюдая за происходящим. Его терзали воспоминания о жертвах, но страх за карьеру удерживал его от действий. Тем не менее, Александр продолжал собирать свидетельства. Ему удалось найти 3 женщин, готовых рассказать свои истории. Луна, узнав об этом, почувствовала облегчение. «Мы делаем это не только для меня, но и для всех, кто пострадал», — сказала она. Александр сжал ее руку. «Справедливость восторжествует. Сэмюэл должен ответить». На следующий день Луна встретилась с адвокатами организации по защите прав женщин. Ее рассказ был выслушан с вниманием, и началась работа над юридической стратегией. Пабло приехал к Марине. Она все еще нервно листала свои документы. «Привет, я Пабло, адвокат из организации, которая помогает жертвам. Я пришел, чтобы помочь вам подготовить ваши показания». Марина посмотрела на него с сомнением. «Думаете, мы сможем победить Сэмюэла? Он очень опасен». Пабло улыбнулся, пытаясь успокоить ее. «Нам не нужно, чтобы он был легким противником. Нам нужна правда. Каждое ваше слово имеет значение. Доверьтесь мне». Марина кивнула, пытаясь собраться с мыслями. Тем временем в полицейском участке Сэмюэл начинал чувствовать давление. Коллеги бросали на него странные взгляды, словно что-то знали. В один из дней он зашел в комнату отдыха и увидел старшего коллегу, Льюиса, известного своей честностью. «Мне нужен совет», — сказал Льюис, нервно опуская взгляд. Старший коллега поднял бровь. «Ты беспокоишься о Сэмюэле, не так ли?» Льюис кивнул. «Если я заговорю, моя карьера может пострадать». Коллега вздохнул. «Помни, молчание делает тебя соучастником. Если ты хочешь изменений, они должны начаться с тебя». Эти слова эхом отдавались в голове Льюиса. После долгих раздумий он решил обратиться к Роуз, адвокату, чтобы поделиться критической информацией. «Я не работал с ним напрямую, но видел достаточно его злоупотреблений. Страх удерживал меня, но больше я не могу молчать», — признался Льюис Роуз. Роуз внимательно слушала, делая пометки. «Ваша информация очень важна. Мы сделаем все, чтобы защитить вас». Перед уходом Льюис сказал: «Убедитесь, что справедливость восторжествует». На следующее утро Луна, главная героиня, получила звонок от Роуз. «Луна, у нас есть союзник в полицейском департаменте». «Кто это?» – взволнованно спросила Луна. «Пока он хочет сохранить конфиденциальность, но это может стать поворотным моментом». Луна положила трубку полной надежды. Судебное разбирательство. День суда настал. Луна вошла в зал. Ее нервы были на пределе. Александр держал ее за руку. По другую сторону комнаты Сэмюэл сидел с холодным выражением лица. Первыми выступали жертвы. Марина, дрожа от волнения, дала свои показания.